Всем доброе утро, на осмотре лот номер 2, это Hyundai Santa Fe Prime 2017 года выпуска, 2018 год модельный, 120 тысяч оригинального пробега, комплектация премиум. Стартовая цена за данный лот 13 миллионов корейских вон. Данный автомобиль агрегатирован двухлитровым турбодизелем, передний привод. В очень интересном цвете, да, полукрасочному покрытию, абсолютно в заводском окрасе, без замененных элементов кузова. Сейчас мы более детально осмотрим автомобиль с помощью толщиномера. Так, аукционный лист мы видим, все, что говорил. Hyundai Santa Fe Prime, 2 литра, передний привод. Комплектация премиум, 120 тысяч оригинального пробега, очень высокая оценка аукциона AB, и видим то, что все в родном окрасе. Так, давайте сразу по лобовому стеклу. С этой стороны абсолютно целое, с той стороны имеется скол, чуть позже я вам покажу. Так, сразу зеркало посмотрим. Зеркало абсолютно целое, повторитель тоже в порядке. Левое переднее крыло, как вы поняли, в родном окрасе. Далее капот в родном окрасе. И по переду автомобиля в целом все очень неплохо, все целое. Фары целые, противотуманные фары целые, дневные ходовые огни, все в отличном состоянии. Также спереди имеются у нас парктроники. По правой стороне тоже у нас все без нареканий. К переду вопросов больше нет. Правое переднее крыло в родном окрасе. Итак, вот мы по правой стороне видим, на лобовом стекле имеется небольшой скол. Далее правое зеркало заднего вида с повторителем. Видим то, что без повреждений. И посмотрим дверь на предмет подкраса. Передняя дверь правой стороны не окрашивалась, не красилась, как и задняя правая дверь. Так, здесь вот незначительные притертости, мелкие, да, нюансы у нас имеются. Также на двери тут незначительная притертость, прям мелкая, на краю прям. Так, по низу, по пластику все хорошо. Далее продолжаем. Заднее крыло в родном окрасе, правая сторона. Так, давайте прочекаем сразу крышу, чтобы сомнения в ее покрасе отпали. Так, задняя часть автомобиля. Пробьем дверь заднего багажника. И в целом все здесь замечательно. Задние фонари у нас целые. Бампер у нас целый. Также имеются парктроники на заднем бампере и камера заднего вида. С левой стороны фонарь также целый. То, что камера, я вам говорил. Ну и продолжаем осмотр на предмет покраса. Заднее крыло мы видели то, что в родном окрасе. Это левая сторона. Давайте еще раз дверь. Дверь правая, задняя в родном окрасе. И водительская дверь также не имеет подкраса. Так, ну еще вот мелкие все-таки нюансы, они есть, такие коцки, скажем так. Здесь небольшие притертости, но это все отполировывается.
Думаю, это не составит особого труда. Угу. Продолжаем осмотр Hyundai Santa Fe. Prime, комплектация премиум. Так, хромированные ручки дверей у нас, если я вам это не сказал. Бесключевой доступ. Вот так вот. Ага. Все работает отлично. Так, встречает нас довольно-таки аккуратный салон. Так, давайте начнем сразу с дверной карты. Так, здесь у нас все отлично. Кнопки совсем чуть-чуть затерты. На пробег 120 тысяч, это вообще мелочи. Далее по низу карты незначительные потертости. Так, и порог тоже пластик немного потерт. Так, немного посмотрим на шильд. Угу. Так, кресло водителя в отличном состоянии. Поддержки очень упругие, не прохудились. Здесь у нас незначительные заломчики. Вот сама подушка не имеет просидок, абсолютно целая. Электропривод на водительском сиденье мы видим. Ну и присядем. Угу. Очень аккуратный салон. В салоне даже приятно пахнет. И нет особых посторонних запахов. Не то что особых, а так такового в машине-то и не курили. То есть то, что оно... Так, давайте возьмем сразу потолок, вам покажу. Раз уж к слову то, что я сказал, то, что не курили. И потолок видим то, что очень чистый. Так, давайте начнем. Классический со стеклоподъемников. Водительский стеклоподъемник автоматический. Зеркала открываются, закрываются. Так, по правой стороне все функционирует отлично. Так, режим автоосвещения имеется у нас. Подрулевые рычажки в аккуратном состоянии. Все очень неплохо. Так, кожа на руле аккуратная, местами чуть-чуть прям вот имеет вот такие потертости. Сейчас я вам покажу. Мультифункциональный руль у нас, управление мультимедией, управление бортовым компьютером, также и здесь, и hands-free для подключения мобильных устройств и управление круиз-контролем находится у нас на руле. Вот такие вот небольшие прям затертости, но совсем мелочи. Рулевая рейка у нас в хорошем состоянии. Так, слева от руля сразу по опциям пробежимся. Drive мод у нас в двух режимах: эко и спорт. Отключение курсовой устойчивости, точнее, и ассистент спуска с горы. Подогрев рулевого колеса и включение-отключение старт-стоп. Угу. Так, на приборной панели мы видим 120 тысяч пробега, как говорил ранее. Автомобиль бодро набирает обороты без посторонних шумов. Здесь у нас классическая аналоговая приборная панель с маленьким TFT-экраном. Большая мультимедиа, точнее большой монитор мультимедии. Так, проверим сразу звук. Так, почему ты не хочешь работать? Так, вот так, потому что надо сделать. Ага. Все работает замечательно. Так, и сама торпеда. Так, пластик приборной панели выглядит хорошо. Здесь какие-то... А, нет, ничего. Так, ну как, пластик в очень хорошем состоянии, все. Очень даже хорошо. Там дефлекторы климатической системы такие аккуратные. Ну и ниже мы видим блок управления кондиционером и печкой. Так, вот так, не видно было. Здесь различные подогревы. Так, кондиционер у нас работает. Все отлично.
Так. И двухзонный климат-контроль. Так, мы это видим. Все работает, функционирует отлично. Ниже у нас разъемы на 12 вольт USB и AUX. Небольшое место для хранения. Чуть немного мусора тут оставил предыдущий хозяин, видимо. Так, ну и здесь еще по опциям. Вентиляция сидений для водителя, а также подогрев сидения в 3 режимах. И то же самое у переднего пассажира. Вентиляция в 3 режимах и обогрев также в 3 режимах. Отключение передних, так вам не видно было, отключение передних парктроников. 2 больших подстаканника, в принципе. Подлокотник. Очень все аккуратно, не затерто. Угу. Так, камера заднего вида с активно-динамическими линиями. Так, все работает отлично. Посторонних шумов у нас коробка не издает. Так, пойдемте далее. Раздернем капот. Задняя левая дверь в отличном состоянии. Стеклоподъемник работает. Подогрев в 2 режимах заднего дивана. В дверной карте вопросов нет. Это все грязь. Она не затерта. Так, порог немного у нас по пластику затерт, но это не страшно. Так, ну и сам диван. Сам диван в отличном состоянии. Так, тут что-то у нас всякий мусор. Давайте я вам покажу получше, как это все выглядит. Подлокотничек большой, удобный, с 2 подстаканниками выдвижными. Места хранения за сиденьями. И разъем на 12 вольт. Отлично. Так, багажничек. Багажник незначительной потертости по пластику. Совсем мелкие. Но здесь уже немного обильнее имеются потертости. Ага, незначительные. Так, у нас тут ковер. Так, внизу органайзер. Удобный, чтобы ничего не болталось. Ну и здесь стандартный набор. В принципе, ничего необычного. Так, по швам видим родные точки заводские. Родной герметик. Болты в родном окрасе. Как с левой, так и с правой стороны. И по правой стороне также все точки и герметик. Так, я вам не сказал, то что имеется камера, а видеорегистратор спереди двухканальный. И вот еще задняя камера. Так, правая задняя дверь также в очень хорошем состоянии. Незначительные потертости по низу дверной карты. Стеклоподъемник работает. Так не видно было. Так, вот все работает. И подогрев в 2 режимах также функционирует. С правой стороны диван выглядит хорошо, без вопросов. Также имеются механические регулировки. Вот на максимум уже стоит. И дефлекторы климатической системы у нас находятся в самих стойках. И дверь передняя, пассажирская, переднего пассажира. Дверная карта также незначительно затерта по низу. В целом все остальное в хорошем состоянии. Ну и тут какая-то бяка, ну это грязь, наверное. Так. И само кресло в отличном состоянии, как новое. Поддержки все упругие. Так. Сама подушка также без просидок и повреждений. Так, механическая регулировка. Все, в принципе, все здесь. Давай заглянем в подкапотное пространство. Так, у нас все болты здесь
в родном окрасе, как на капоте, так и на крыле. Слышим то, что двигатель работает ровно, сторонних шумов мы здесь не слышим. Лонжерон в родном окрасе. Так. Как справа, так и слева. Все у нас в родной краске. Далее болты по левой стороне на крыле и на капоте. Турбина сухая. Двигатель там сухой. Все, отличный автомобиль.